После поездки участники наконец воссоединились, но один особенный момент сразу же привлек наше внимание – объятие Чингука в аэропорту. Это был естественный, незапланированный жест, словно его тело двигалось вслед за его мыслями. Объятия показали, как сильно ему нужна была поддержка Тэхёна, потребность, рожденная из глубокого чувства, а не просто привычки. Мы уже были свидетелями подобных моментов раньше, например, когда Тэхён притянул Чингука ближе, показывая что-то на своем телефоне. Хотя это казалось простым, как будто он просто хотел поделиться экраном, на самом деле он искал самой близости, совместного интимного пространства, совместного дыхания, совместного присутствия. То, как они взаимодействовали, показывало, что, находясь вместе, они чувствовали себя как дома, комфортно, безопасно и без необходимости притворяться кем-то другим, кроме самих себя. Тэхён и Чингук, казалось, создали свой собственный мир. Пространство, где все казалось спокойнее и защищеннее, место, которое полностью понимали только они двое. В аэропорту было ясно, как Чингук инстинктивно искал Тэхёна, словно присутствие Тэхёна было якорем, который помогал ему чувствовать себя цельным среди толпы и давления. Это была не наигранная реакция, а искренний рефлекс. Это не первый раз, когда мы видим особую связь между ними. Этот паттерн повторяется в разные моменты, места и времена, демонстрируя, что то, что их объединяет, это не мимолетное совпадение, а нечто реальное и постоянное. Их связь построена на маленьких, значимых жестах, ищущих взглядах, неосознанно приближающихся шагах и молчании, которое говорит громче слов. Это безмолвное общение понимают только они двое, связь, которая выходит за рамки обыденного и не требует объяснений. Объятия Тэхёна и Чингука – это не просто выражение привязанности, это момент взаимной защиты, заботы и доверия. Когда Чингук обнимает Тэхёна, он ищет не только комфорта для себя, он также создает безопасное пространство, где они оба могут дышать. Эта заботливая динамика очевидна даже в окружении людей и камер, с каждым объятием создается маленький пузырь, отделяющий их от суеты внешнего мира. Со временем их отношения укрепляются, фундамент взаимного доверия и привязанности растет без необходимости афишировать их. Несмотря на попытки создать истории, чтобы разлучить их, эти попытки на самом деле показывают обратное, любое внешнее давление сближает их. Их естественная реакция всегда одна и та же – цепляться друг за друга, защищать друг друга и демонстрировать, что их связь крепче любых слухов. Эта сила исходит изнутри, из подлинного чувства, которое не может быть разрушено внешним мнением. С годами мы видим, как они становятся все более и более выразительными естественным образом, без принуждения, без притворства, без необходимости объяснять. Их история напоминает нам, что настоящие отношения всегда находят свой собственный путь. Они растут медленно, выдерживают молча и укрепляются со временем. Каждая их встреча приносит что-то волшебное. Чингук смотрит на Тэхёна с нежностью, не требующей слов. Их глаза говорят на языке, понятном только им двоим. Словно Вселенная замирает на мгновение, когда их взгляды встречаются, создавая пространство, где существуют только они двое. Ничего не изменилось за эти годы. Тэкук по-прежнему смотрит друг на друга так, словно они – самое драгоценное, что есть на свете. Их застенчивые улыбки, тихий смех и долгие взгляды демонстрируют близость, которая не угасла, а лишь созрела. Их руки были словно магниты, всегда искали, всегда стремились к связи, легкие прикосновения, дающие чувство защищенности не только им, но и всем, кто их видел. Их язык, тело и глаза никогда не лгали, история разворачивалась без необходимости в излишнем повествовании. Именно эта неизменность заставляла многих чувствовать глубину их связи. Камеры менялись, места менялись, время шло, но их способ узнавания друг друга оставался прежним. Эта связь не была шумной, это проявлялось в простых деталях, в спокойном присутствии и в решении оставаться рядом. В конечном итоге, любому, кто внимательно присмотрится, станет ясно, что связь между Тэхёном и Чингуком занимает важное место в их жизни. Каждое движение и каждый момент, проведенный вместе, подчеркивают одно – они выбрали идти бок о бок, оберегая то, что им дорого, и именно поэтому эта связь кажется настолько реальной, что не нуждается в объяснении.
С течением времени наиболее заметными в совместном времени Тэхёна и Чингука становятся небольшие, драматические моменты, а непрерывность мелочей, которые повторяются одним и тем же образом. В каждом людном месте, в каждом долгом путешествии и на каждом новом этапе их жизни есть неизменная закономерность, привычка искать друг друга и убеждаться, что каждый из них рядом. Эта близость не всегда проявляется через прикосновение, иногда это просто стояние рядом, синхронная ходьба или взгляды друг на друга в толпе, но смысл остается тем же. Это постоянное присутствие, выбор оставаться на связи, даже когда слова не произносятся. Для многих, кто следил за их отношениями на протяжении времени, самым сильным ощущением является чувство спокойствия, которое возникает, когда они вместе. Не было никакой спешки, никакой необходимости в объяснениях, все теклось естественно, как будто эта близость стала частью ритма их жизни. В условиях напряженного графика и постоянно меняющегося давления их единство стало точкой покоя, обеспечивающей баланс. Такие отношения не строятся за одну ночь. Они развиваются медленно, через совместный опыт, через культивируемое доверие и через небольшие решения, принимаемые снова и снова. Когда один берет на себя инициативу, другой следует за ним. Когда один молчит, другой понимает. Когда один устал, другой присутствует. Именно это заставляет многих чувствовать, что то, что они видят, не является чем-то искусственным, это отражение зрелых и поддерживающих отношений. Нет необходимости в ярлыках, нет необходимости в заявлениях, смысл достаточно ясен в том, как они ведут себя по отношению друг к другу. В аэропорту, на сцене или в повседневной жизни их язык тела остается неизменным. Короткие взгляды, сократившиеся расстояния и небольшие, продуманные жесты показывают, что их близость – не просто совпадение, это результат взаимного доверия, выдержавшего испытание временем. И, возможно, именно в этом и заключается красота. Отношения, которые тихи, не требуют признания, но при этом кажутся крепкими. Связь, которая существует незаметно, она не пытается никого убедить, но легко ощущается теми, кто обращает на нее внимание. В конечном счете, эта история не об одном мгновении, это история о долгом пути, наполненном стабильностью. О том, как два человека выбирают идти рядом, сохраняя безопасное пространство друг для друга и находя покой в простом единении. Для тех из нас, кто был свидетелем этого, остаются небольшие вопросы, а теплое чувство. Чувство, что в мире, который постоянно движется вперед, все еще существуют отношения, которые терпеливо развиваются, взращиваются с вниманием и живут искренне. И, возможно, это самый честный вывод. Некоторые отношения не нуждаются в подробном объяснении, они говорят сами за себя, своим присутствием, своей последовательностью и своим решением оставаться вместе день за днем. Till I'm on top, yeah.